Thank you. Я начал конференцию, сейчас загружается. Ссылку пришлешь? Да, сейчас я сразу как загрузится. Так, все, мы в прямом эфире. Сейчас я ссылочку тебе кину, и мы начинаем. Да, Брэд уже говорит. Всем привет. Брэд говорит, что счастлив быть с нами. Так, ребят, всем привет. Я сейчас представлю нашего сегодняшнего гостя. Брэд Шугарз с 1994 года в Австралии занимается коучингом и основал компанию Action Coach уже 26 лет как. То, что он делает, он, значит, помогает владельцам бизнеса делать правильные внутри себя культуры и как раз вот в том числе использует коучинг для того, чтобы делать бизнес более эффективным. Сейчас в этой компании больше 1000 коуч-партнеров, она находится в более чем 80 странах, и еженедельно бизнес-коучи Action Coach работают с более чем 15 тысяч бизнесов. Компания развивает через систему франчайзинга. Брэд – автор более 17 книг о бизнесе, международный спикер и бизнес-коуч номер 1 по версии журнала «Интерпренер». Отец 5 детей, живет в семье в Лас-Вегасе, где мы тоже часто бываем, и я очень рад, что сегодня у Брэда получилось присоединиться к нашей конференции и рассказать о том, чему он посвятил свою жизнь. Brad, Ruslan has just introduced you. Yes, and we are very happy that you are joining us today. Thank you for coming. Very good to be here. Я задам первый вопрос от себя, а потом уже мы пойдем по тем вопросам, которые мы приготовили. Вот. Первый, самый интересный... Можно только я пару слов скажу еще? Привет всем. Мы тут еще вместе с Катей, нас еще кроме Руслана и Брэда есть двое. Екатерин. Я работаю вместе с Брэдом Шугарсом, я тоже представляю Action Coach в России. И я буду переводить сегодня Брэда. И сразу прошу понять и принять то, что для меня это выход из зоны комфорта. Я буду стараться переводить максимально эффективно, но это не моя специальность. Поэтому, если что, пишите в комментариях, как бы вы лучше, какие варианты перевода вы предложили лучше. Да. Екатерина будет переводить Брэду. Так, я, Катя, очень благодарен, что ты сегодня сделала эту встречу. Как раз она была инициатором. Спасибо тебе, Кать. Да, я просто тоже сейчас путаюсь, как, что правильно делать. Начать для меня эти прямые эфиры – это тоже не основная род деятельности. Вот. Самый первый вопрос, который я хотел задать, такой нулевой. Это вот я работаю, вот живу в Кремниевой долине и вижу, что во всех организациях менеджмент устроен через встречи один на один, чего я не видел нигде до этого в бизнесах в странах СНГ. И вот такой у меня вопрос. Почему, как считает Брэд, вот именно такой подход к ведению бизнеса, вот он самый правильный? Потому что я тоже так считаю, но мне хотелось как раз от основателя это услышать, вот ответ на этот вопрос. Brad, the first question to you is from Ruslan. He's been working in Silicon Valley for some time, and the approach he's seen in management in Silicon Valley is about the meetings one-to-one meetings most of the time, yeah. And he's never come across this approach before, and he would like to know why is this one the most effective, which he agrees to that. Yeah, look, I think. Да, извиняюсь. Что, Руслан? Вот такого подхода нигде нет в других странах. Вот в Америке, как основоположник, нигде нет. Вот почему вот это вот важно, мне интересно. Этого нигде нету, а вот в Америке это есть. This approach is introduced nowhere but in the USA. And why is this so popular and so effective in the USA? What do you think about it? Yeah, look, management in the USA has evolved over many years, and if we take a look back somewhere in the mid-1980s, management strategy changed. In the mid-1980s... I'm sorry. I will That's okay. Translate. Значит, очень сильно изменился менеджмент. Катя, если что, ты мне тоже помогай. Очень сильно изменился менеджмент, и стратегия в менеджменте тоже поменялась, особенно где-то в 90-х. And what happened was the word management almost disappeared. It became leadership focused. And so everything became about leadership rather than management. И вообще вот это слово менеджмент, управление, оно как будто бы исчезло, и все стали говорить вокруг лидерства, что-то про лидерство. Even to such a point that we look back
the best-selling books in the US on management were the 1-Minute Manager series in the late 80s, early 90s. И даже раньше были лучшие, самые продаваемые книги. Это «Одноминутный менеджер» где-то в 80-х, 90-х. And so when it turned to leadership, a lot of management strategy disappeared, and it became about leadership strategy rather than management strategy. И когда вот перешел этот изменение больше к лидерству, то стали больше не менеджерские стратегии, а лидерские стратегии. So my definition of management is different to most. I define management as two things: competent, productive employees. Ну, определение управления менеджмента Брэда отличается от того, как другие люди часто определяют менеджмент. Это компетенции и эффективные сотрудники. Продуктивность и эффективность. Thank you. So competency is about building a person that can do the job, and productivity is making sure they do it at a speed that means there's profitability within that person. То есть компетентность – это то, что человек в принципе может делать свою работу, а продуктивность – это то, что он может ее делать и при этом делать эффективно, прибыльно. Yeah. Now, we add to that the different age groups that we're managing. Management, when we were dealing with the baby boomer generation, is different again than management of dealing with the millennials or Gen X. То есть управление разными возрастными группами, оно отличается, очень сильно отличается. Управление, когда бэби-бумеры, это 60-е, по-моему, годы, от вот, уже Y и Z. Managing a baby boomer was very easy because they grew up in a world where you fixed things, they made things, if something broke, they fixed it. Было очень легко управлять именно бэби-бумерами, вот поколение 60-м, потому что они привыкли что-то делать, если что-то сломано, они это чинили. And that generation learned to think for themselves. They learned how to think. They didn't have to be told why do something. They just had to be told what to do. И то поколение, оно не привыкло, чтобы им говорили, что делать. Им просто говорили, вернее, как делать. Им говорили, что делать, и они делали это. So then my generation, I was born in 1971. My generation was the first generation of in the US in particular, and in Australia where I grew up, of the throw-out generation, where things didn't get fixed, they got thrown away because they were made in China cheaply. То есть Брэд относится к поколению, которое, вот он родился в 1971 году, это поколение уже тех людей, которые не чинят что-то, не создают скорее, а выбрасывают, потому что большинство вещей было сделано в Китае и сделано дешево. So my generation was the first generation where you had to manage them by not just telling them what to do, but you actually had to start to teach them how to do it. То есть это вот было первое поколение, которое нужно было не просто говорить, что делать, но и как делать. And then you move to the next generations where not only were they the throw-out generation, but you know, they were proud to have holes in their genes. They were proud to be a generation of not fixing things. А потом последовало следующее поколение. И, кстати, предыдущее, по-моему, поколение брошенных называлось. Да? В общем, следующее поколение – это те люди, которые вообще любили даже там, носить рваные вещи и вообще хотели даже ломать вещи, а не то, что их чинить. So again, managing them, you not only had to teach them what to do and how to do it, but it started to move into the, well, why should we do these things? То есть тут еще не только что делать и как делать, а еще добавилось то, что почему нам нужно делать именно так. Нужно было объяснять. And then we move through to current generations where why is the number one thing that we have to teach. И сейчас вот это новое поколение, это вообще поколение, для которого почему, зачем, это самая главная вещь, которую ему нужно обучить. Where we have a generation where
they worry about, are these employees engaged? Are they mentally engaged? Are they emotionally engaged in being at work? То есть это поколение, если я правильно поняла, Катя, тут поправь меня, что это поколение, которое мы переживаем вообще, насколько они вовлечены в работу. И нас волнует этот вопрос. So to say the older generations, the baby boomers, see them as a very spoiled generation. То есть бэйби-бумеры видят вот это поколение, которое сейчас текущее, как очень избалованных людей. Whereas the millennials see the baby boomers as very slow and very don't understand the current generation's thinking. А миллениумы, наоборот, видят предыдущее поколение, вот бэйби-бумеров, как очень медленных и не понимающих то, что происходит. So when we look at the change in management, we have to take those change in people into account, the change in the mentality of the people. The baby boomers are much faster moving and much more agile, but you have to take care of them emotionally a lot more. То есть мы, когда говорим об управлениях, о стратегиях управления, мы должны думать об этих возрастных разницах. Вот единственное, что baby boomers are more agile, you said. More agile, yeah, more able to move change faster. Интересно. Бэйби-бумеры — это те, кто быстрее, более гибкие и готовы быстрее двигаться, меняться. And that's why in the current pandemic, for example, we see a lot of baby boomers adjusting to the virtual nature of business very easily, and a lot of older people struggling with this. И мы видим, как бэйби-бумеры очень быстро адаптируются вот в это время пандемии, во время кризиса, а более старшее поколение с трудом это делают. So when we look at the one-to-one management style of Silicon Valley, they see it more now as a coaching, mentoring style of management today. И когда мы видим вот этот сейчас подход в Силиконовой долине, подход в управлении, встречи один на один, это больше как более такой коучинговый, менторинговый стиль управления. You know, I go back to when I was 21, my dad taught me, because I was complaining to him about I couldn't hire good people. Вспоминает Брэд, что когда он переживал из-за того, что в 21 год, что он не мог нанять хороших людей. And so when doing that, my dad turned to me and said, Brad, you get the people you deserve. You're an average manager running an average business. The best employee you will get is average. И он вот пожаловался отцу, и отец сказал, что it was very good. I should say it in very right way. И он сказал, что если ты Кать, как было, что управляешь средним бизнесом, да. то получишь средних людей. Средних сотрудников. И что ты получишь тех сотрудников, которых ты достоин, да, которых заслуживаешь. And so for me, I've always looked at management as one strategy and leadership as another strategy within business. Management, again, competent, productive people. Leadership, passionate, focused people. И поэтому вот здесь Брэд видит всегда разницу между менеджментом и лидерством. Все-таки менеджмент — это про развитие компетенций и продуктивности, эффективности, а лидерство — это про passion как страсть и видение для людей. Yeah. So for management, we do a lot of things, and the one-on-one meetings are a part of that. In my companies, we do it with both group meetings and one-on-one meetings. В управлении вот, встреча один на один — это вообще часть как раз менеджмента, часть управления. И в компании Брэда они как раз делают и групповые встречи, и встречи один на один. Yeah. So I have 9 companies that I run. And prior to the pandemic, I ran them in 2 days a week, Tuesdays and Thursdays from 9 till 3. This is very cool. У Брэда 9 компаний, которыми он управляет, и до пандемии это правда, я знаю об этом, он работал всего 2 дня в неделю над всеми 9 компаниями.
And so by doing the management system and the leadership system that I use, it allows me to be very, shall I say, very effective in my time in managing the businesses. Ну вот именно эта система управления и лидерства, которую он использовал, позволяла ему быть таким эффективным и так экономить свое время. So management to me comprises of basically 2 meetings per week with my team. То есть менеджмент управления для Брэда — это 2 встречи в неделю с его командой. So the first, and these are both made possible by the fact that we have our teams in all of our companies every day and every Friday make a list of what they need to do tomorrow and next week. И во всех его компаниях есть вот это правило, что каждый сотрудник делает список того, что он будет делать завтра и на следующей неделе. So, for instance, every day they make a list of what they need to do the next day, allows them to manage and self-manage in most cases. Ну, вот этот факт, что они делают список дел на следующий день, каждый сотрудник его компании, это позволяет им управлять собой лучше. And it allows me to see every day that they know what they're doing. We make them handwrite a list of what they're doing the next day. They take a photo of it and text it to their manager. То есть каждый сотрудник пишет от руки, что он делает, что он будет делать завтра и что он сделал, и отправляет это своему руководителю. The next thing is on a Friday, they also make a list of everything they're going to do next week. А в пятницу они делают список того, что они будут делать на следующей неделе. And then that allows us for our first meeting, which is a Monday morning meeting of all direct reports that report into each manager. И это позволяет проводить в понедельник встречу, на которой присутствует руководитель со всеми подчиненными. And what we do in that meeting is basically go over everybody's list. It's a communication session to see who's doing what and how does it affect everybody else. Ну и все, что они делают на этой встрече, это они проходятся как раз вот по этому списку, созданному в пятницу. И это такая возможность для коммуникации, для обсуждения и посмотреть на то, как каждый из команды влияет на задачи другого. And so that meeting allows me to be proactive. See, management is not reactive. Management is not waiting till they come to you with a problem. Management is being ahead of everything and managing it well. Ну, и это позволяет, такой подход управления позволяет Брэду быть проактивным, потому что управление — это не про то, что вот что ждать, что кто-то придет к тебе с проблемой, а заранее понимать, что вот эта проблема может возникнуть. So somewhere again in the mid-90s, there was this management strategy in America called "My door is always open," allowing people to come to you at any time with a problem. То есть где-то вот в 90-х появилась эта история, что дверь руководителя всегда должна быть открытой, чтобы каждый человек мог прийти со своими проблемами постоянно. And what that created was a group of people that didn't think for themselves. They came to you with a problem, you told them the answer, they went away and had learned nothing. И что это создало? Это создало группу людей, или создает группу людей, которые приходят за советом, за просьбой, ты даешь им совет, и они уходят, и что происходит после этого? Они ничему не научились. So what we do is we think of management as proactive. Now, when people come to you with a problem, your answer almost always has to be, great, bring it to the meeting. We also have a one-to-one meeting on Thursdays. И когда кто-то приходит вот с таким вопросом, как в открытую дверь, грубо говоря, ответ на это всегда, что принеси свою, то, с чем ты пришел, на встречу. И у нас есть встречи, вот, которые были уже озвучены по понедельникам, и 1 на 1 встречи по средам. Всегда. And so the Thursday meeting is what we call a lion meeting, the animal a lion, L-I-O-N, in English, obviously. Эти вот встречи 1 на 1, их называют там акроним A-Line, A-L-I-N. And basically that meeting stands for last week, meaning the current week.
issues that have come up, opportunities for growth, and next week. Ну, и это, получается, E-line — это первые буквы слов того, что происходит внутри этой встречи. То есть это обсуждение того, что уже произошло, проблемы, которые могут возникнуть или возникли сейчас, возможности, которые можно осуществить, и next, наверное, следующие шаги, next week, то есть следующая неделя, что будет сделано на следующей неделе. Это проходит в среду. So what we do when we look at last week is we go over their list of everything they had to do and their numbers. What have they achieved on their goals for the week? То есть это вот сейчас как раз про встречу 1 на 1 в формате, который Брэд проводит. То есть то, что касается предыдущих результатов, то есть смотрится список того, что было сделано на предыдущей неделе. Можно еще вопрос? And Ruslan wants to ask something here. Я он просто, вижу, Руслан, что... прости, он не закончил вот эту вот часть, может быть, он закончит? Maybe, Brad, you will finish this part, that all parts of this line, and Ruslan will ask. Great. And so the issues is any issues that came up, opportunities. We want to see if they've got some ideas of how to grow the business. And next week we go over obviously what they need to achieve in the following week. То есть это вот, чтобы завершить, значит, это то, что было результаты прошлой недели, идеи, идеи, проблемы, если они есть, если возникли какие-то проблемы, идеи, если есть какие-то идеи для развития, и то, что планируется сделать на следующей неделе. Руслан? Я большой поклонник такого подхода и уже с интересом несколько лет изучаю, как это все работает в самых дорогих компаниях в мире. Kать? I'm the big fan of such an approach, and I've been learning this approach for many years in different companies, and I really enjoy it. Great. Я смотрел, как это работает в Apple, в Google, в Facebook, и применил это на свою команду, и вижу очень крутые результаты. I've seen how it works in Apple, Google, and Facebook, and I've introduced it into my teams, and I see how many great results it has revealed for my team as well. Мы помогаем клиентам, которые приезжают к нашей образовательной программе в Кремниевой долине, а теперь в онлайн-формате присоединяются, как раз изучить эти подходы и применить их в своих бизнесах. We are helping our clients who come to the Silicon Valley to see the companies, and also we are working online right now. We help them to see these instruments and these approaches, and help them to introduce these approaches into their companies. Моя большая задача сейчас — это оказать такое влияние на тот подход в менеджменте, который есть в России, и изменить его в сторону того подхода, о котором ты сейчас рассказал. And my big task right now is to have the impact on what's going on with the management style here in Russia right now, and to change it into the approach that you've just talked about. That'll be fun. Я написал об этом одну книгу, и сейчас пишу еще одну книгу. Я был бы рад тебе показать книгу, может быть, ты сможешь какой-то сделать отзыв. I've written one book, and I'm writing another book right now, and it would be great if you could have a look at this book and give me the response on your view on the book. Always happy to read. In Russian. Someone will have to read it to me. I'll have to get Google Translate to read it to me. Я считаю, что проблема в менеджменте самая большая в России — это как раз в том, что они не используют вот этот подход, который как раз вот Брэд Шугарз придумал и учит весь мир этому подходу. I think that the greatest management problem in Russia is that this approach is not used here. The approach that you've created and you've just been talking about. Мой стартап в Кремниевой долине как раз тоже направлен на то, чтобы эффективно применять этот подход. And my startup in the Silicon Valley is also about implementation of this approach in an effective way. И сейчас я делаю customer development с менеджерами, и вот какие проблемы я нашел. And right now I'm working on the customer development with the managers, and here are the problems which I found.
Сегодня есть 3 типа менеджмента в России, которые я вижу, исходя из из этих интервью. There are 3 types of management styles in Russia, which I found while making these interviews. Первый тип военного подхода. Это что-то похоже на то, как делает бизнес Илон Маск. The first type is the type of the military approach. It's something like Elon Musk is doing his business like. Второй подход. Пытаются изучить то, что есть на русском языке, о систематизации бизнеса, и чаще всего эти труды Рона Хаббарда. Но, на мой взгляд, это уже очень устаревшая информация. The second approach is they're trying to learn what is written in the books, most of the books by Ron Hubbard, but Ruslan is thinking that this is very old school information already. Но большинство бизнесов почему-то до сих пор с интересом изучает, и у меня вот большое недоумение, почему это так происходит. But the majority of businesses Ruslan has come across with, they are still working and learning this type of approach, and he just doesn't know why this is still happening. И третий подход, который ближе к тому, что делает как раз вот Брэд, он заключается в том, что собственники нанимают каких-то топ-менеджеров из компаний, из западных компаний, с опытом работы в западных компаниях. Mm-hmm. And the third approach is closer to what you've been talking about, when the business owners, they actually hire the top managers who have the experience of working in the international companies. Но проблема в том, что как только человек выходит из компании, в котором вот есть такой подход, он перестает развиваться и начинает деградировать. But the problem is, once the person leaves the company with such an approach, he just stops in his development, and there is a decrease, the actual decrease in his development. И вот моя задача через мой YouTube-канал, через вот общение как раз вот и взаимодействие с нашим как партнером, как с Катей, изменить подход и показать русскоговорящему бизнесу, что есть другие, более эффективные подходы в менеджменте. And my idea is using the YouTube channel and using my partners like Katya is to show that the change is possible. The change is possible, and the approach like the one we are talking about today is actually useful, and it can be implemented here as well. Yeah. И в связи с этим у меня вопрос. Брэд, помоги мне это сделать, что мне нужно сделать, чтобы это сделать быстрее, потому что я очень хочу это, потому что я вижу, что это большое упущение для стран СНГ. Я сейчас продолжу дальше. And the question is, Brad, could you please help me to do it faster here in Russia? To do it as soon as possible, because I see that we are actually losing a lot of opportunities without this approach. Talking about Russia, I also mean the CIS, the Commonwealth of Independent States. Сейчас я еще добавочку сделаю. Почему я приехал в долину? Потому что я учился в одном там Сколково, и мне сказали, что фондовый рынок России вместе с Газпромом, и Сбербанком и Лукойлом стоит $600 миллиардов в 2016 году. Переведешь? Да, сейчас попробую. Why I'm saying that is that I have experience of learning in Skolkovo, studying in Skolkovo, and I was told there that the фондовый рынок, да? Да, фондовый рынок, все получают, все акции всех компаний стоят $600 миллиардов в России. The fund markets, all the total market cost of Russian Federation 600 billions, but Google costs one Google $800 billions. И сейчас я переведу. И когда я это понял, я понял, что в России что-то не так, потому что огромная страна с самым большим количеством ископаемых, но все это стоит меньше, чем одна только Google. Mm-hmm. And when I heard this number, I realized that something is wrong with Russia, because in such a great company, such a big company with all the resources that we have this number compared to the number of one Google company. Yeah. 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 И вот это вот причина, по которой я приехал в долину изучать, как здесь менеджмент работает. Я очень рад познакомиться и вот хочу
может быть, услышать какой-то совет, как мне это эффективнее делать, вот, применять, вот, ну, оказывать влияние и развивать вот этот подход в бизнесе в России. And that's the reason why I actually came to Silicon Valley, and I really want to find a way to implement this approach here in Russia. And I'd like to hear all the possible advices, anything you would be able to help me with in order to make this in a more effective way. Yeah. Listen, entrepreneurial nature and teaching people to be entrepreneurs is something I've done all my life. Природа предпринимателя и вообще обучение людей, как быть предпринимателями, это то, чему я учил людей всю свою жизнь. But fortunately, it's not just a Russian problem. In the United Kingdom, teaching the English to be more entrepreneurial is hard work too. It's everywhere we go, we find that there are people that want to do it the way they've always done it because they're comfortable with that. And so teaching it to all groups is always going to be a challenge. But I think that what you'll find... Sorry. Yeah. И главное, что это не только проблема России, на самом деле это повсеместная проблема, и в Великобритании та же история, также сложно учить предпринимательству, потому что вообще предпринимательство, вот этот подход такой гибкий, это сложно, потому что люди привыкли не выходить из зоны комфорта, в общем, оставаться там, где им удобно. The thing, though, that what you'll find is that the youngest generation want to move the fastest, and it's usually easiest to try and teach these things to that generation, and they will take it on much faster and much quicker than trying to change the older generations. Ну и ты поймешь, что более молодое поколение, оно более готово к переменам и вот к тому, чему ты будешь учить, чем более старшее поколение. Yeah, we need Ruslan to be the Gary V of Russia. Вы должны быть с Русланом, Брэд говорит Руслану, что мы должны быть Гарри Ви в России. So, you know, I think one of the easiest ways to get people more entrepreneurial is start with that young generation that really wants to be that sees that and wants to go for it. And that's where maybe we should run some classes in Silicon Valley for all the young people. We should sponsor them and start them building great companies, because they will come up with the next Facebook and the next Airbnb and the next Uber. Ну, то есть нужно больше уделять внимание в обучении вот этим молодым ребятам, которые готовы учиться и воспринимать эту информацию. Возможно, как раз вот они создадут новый Facebook, новый Google, новый Uber. Спасибо. Тогда к следующему вопросу перехожу, да? Брэд, расскажи, вот ты за 26 лет пережил огромное количество кризисов, там, 2008-го, там, ну, огромное количество разных кризисов было, да? Вот, и расскажи, как вот ты их переживал, какие стратегии ты применял, и, может быть, сейчас у тебя есть какая-то стратегия, которую ты бы рекомендовал делать вот тем бизнесам, которые сегодня вот в непростой ситуации оказались. Brett, you've been developing your international business for 26 years, and you've definitely been through many crises. And what strategy would you recommend to use right now in this difficult situation in order to survive, first of all, but not only to survive, maybe even to have a breakthrough? This is my fourth downturn, so fourth economic crisis. This one is a little bit different, though, to the other three. Это мой четвертый уже кризис, который я переживаю. Этот, конечно, отличается от предыдущих трех. The first three were purely economic, being junk bonds, then the internet bubble, then the real estate bubble. This one is a health crisis first and an economic crisis second. Первые три были связаны больше с финансами. Я не поняла первый, но второй пузыри, да, там были пузыри последние в недвижимости и первые в интернете, по-моему. И вот сейчас единственный первый кризис, когда в первую очередь он со здоровьем связан, и только потом уже финансовый. Also, this is different because it's not all businesses are suffering. In this case, 1/3 approximately are shut down. 1/3 have pivoted and found a new way to do business and stay afloat. But 1/3 are doing very, very well and making a lot of money right now.
То есть это еще отличие этого кризиса в том, что не все бизнесы пострадали, а по подсчетам Брэда, что треть те, кто закрылись, или, ну вот остановились, треть те, которые смогли сделать пивот и как-то переориентироваться, и треть это те, которые наоборот взлетели, нашли возможности. So what we're seeing now is that a speed up of the virtual nature of business, where everything was gradually going virtual, like your YouTube channel and things. Now we've seen that jump 5 to 10 years faster than it would have before. Ну вот все бизнесы, которые так или иначе связаны с виртуальным чем-то, да, с виртуальным, как вот YouTube-канал, например, то есть они на 5-10 лет смогли взлететь быстрее. So in this time, what I say is look at your marketing. Well, first of all, look at your products. Your products may have to shift. What you sell, your service, everything may have to change because what you used to sell is not selling right now. Ну, в первую очередь надо пересмотреть свой продукт, потому что, возможно, то, что ты продавал до этого, сейчас ты продавать не можешь. I've seen companies change their entire product. For example, a construction company that worked in steel that now can't do business because of the law, that now has to make barbells and dumbbells and weights that they can sell online. Тут, Катя, помоги мне с этими определениями, но вот пример это металлургической, вернее, строительной компании, которая производила железо, как я поняла, металл. Сейчас они переориентировались из-за закона, почему-то, что они не могут продавать, и они сейчас продают что? Катя, just a second. Не слышно. Мне кажется, что веса какой-то спортивный инвентарь. Sports inventory, you mean, Brad, yeah? Yeah, like weights and things. Стали создавать. Окей, супер, спасибо. So, second, you have to look at your marketing. Your marketing has to change based on the world has changed what it's looking for. You know, where before you could sell based on buy this, sell this, do that. Now it has to be more about helping and empathy and compassion. Ну и, конечно, маркетинг должен быть пересмотрен. Если раньше это было больше как мы продадим это, там, купите это, то сейчас это больше про эмпатию, про помощь другим, про создание каких-то новых отношений с потребителями. Katja, could you make sure that the link to it'll be in English, but it'll be my 1-hour marketing webinar, and maybe you could present it in Russian for me, so everyone can see my 1-hour marketing webinar in Russian on how to change it for now. Thank you, Брэд. Брэд сказал, чтобы вот я сказала, что у Брэда есть вебинар про маркетинг, прям часовой, что ссылку мы дадим через чат Руслана. Yes. Great. And then your sales has to change. Sales will slow down during this period, and not meaning less sales, meaning they'll take longer. Ну и сами продажи, они изменятся, они замедлятся. Это не значит, что будет меньше продаж, но сам период продаж будет дольше. Because when people have fear and worry, they move slower. Потому что когда у людей страх и переживания, они действуют медленнее. So the first thing that I believe this will be a much faster downturn than previous downturns, about 90 days of survival and then 90 days to get back into the game. Ну, то есть, если сравнивать эти кризисы, Брэд думает, что этот кризис будет более быстрым с точки зрения падения, но более быстрым с точки зрения восстановления. And that's because... 90 days, 90 дней. 90 дней вниз и 90 дней вверх потом. Yeah, and that's because of 1/3 of companies are doing well, but also governments, the English government, the US government, many governments are putting a lot of money back into the market to keep it liquid. Это в связи с тем, что, с одной стороны, треть компаний, они все-таки чувствуют себя очень хорошо, и плюс во многих странах государства, вот в Штатах, Великобритании, делают очень большую поддержку. So, Ruslan, where you are in Silicon Valley, most of those companies are making a lot more money now than they would have without the pandemic. Ну, вот говорит, что там, где сейчас Руслан находится, в Кремниевой долине, компании делают намного больше денег, чем они делали до кризиса, до пандемии. You know, Facebook advertising is way up, Google advertising is way up.
everything has gone massive. Zoom, all of these companies. Zoom, prior to the pandemic, Zoom had 10 million users. Within 2 weeks, it had 200 million users. Wow. 2 weeks. Wow. Ну, то есть то, что растут продажи рекламы в Фейсбуке, в Google и Zoom, тоже, который в Кремниевой долине, у него было 10 миллионов пользователей, в течение 2 недель стало 200 миллионов пользователей Zoom. So it's both, whenever a crisis happens, there is a massive shift in wealth. And those who are ready for it get to take advantage of the shift in customers, the shift in companies, and the shift in wealth. Ну, в любой кризис это изменение или перераспределение богатства. И те, кто смогли себя правильно подготовиться и правильно действовать, те получают большую долю этого богатства. Yeah. My first time in early 1990s, my first economic downturn, I didn't know what to do. And I just thought maybe if I just hold in place, if I wait, I'll get through this. And it was the worst thing I could have done. Ну вот первый кризис в 90-х, Брэд просто замер и решил ничего не делать. Это было самое худшее решение, которое он принял. The second one, I knew I had to take action, but I wasn't confident enough to go fast. I did things, so I stayed okay, but I didn't go fast. 2008, very fast. This one, fastest ever. I've changed, moved. All of our companies are making money. Many of our companies are much better than they were before the pandemic. То есть во второй кризис уже, первый вообще замер, ничего не делал, во второй двигался, но боялся, был более осторожным, медленным, в третий уже быстрым, а вот сейчас вот в этот кризис просто очень быстро двигается, меняется, и все его компании, они сейчас растут. So like 2008, though, I didn't have the advantage of virtual. In 2008, I spent 1 year and I spent $1 million traveling the world, teaching business owners how to adjust for the downturn. This time... Sorry. В 2008 году не было вот этой виртуальной истории, что возможность дистанционно выступать, и он в течение года путешествовал по миру, вложил в это $1 миллион, чтобы выступать перед другими людьми. And I probably got to maybe 100,000 business owners back then. И тогда это, он, благодаря этому он забрал 100,000, 100 тысяч человек, дотронулся человек. This time, I've already spoken to 450,000 business owners in 5 weeks. В этот раз за 5 недель он уже поговорил, то есть дотронулся до 450 тысяч владельцев бизнеса. And this time I'm teaching in Turkey, in Russia, in Vietnam, everywhere because of Zoom. И уже в этот кризис, да, он учит, и это только сегодня буквально Брэд сказал, что уже был эфир в Турции, вот сегодня с нами и во Вьетнаме, все благодаря Zoom. Yeah. If people want to, they will turn this into a massive opportunity. If you also want to, you can let this be a reason to shut your company down. Ну, то есть, если люди хотят, они могут превратить это в огромные возможности, но если хотят, они могут просто закрыть свою компанию, свой бизнес. Cool. Брэд, расскажи, вот как владельцам бизнесом, руководителям добиться того, чтобы вот задачи стратегические, которые они перед собой поставили, были выполнены, учитывая, что сегодня все бизнесы работают из дома, и команды сейчас стали распределенными, более распределенными. But what do the business owners or the managers in the company have to do in order to accomplish the strategic goals, especially when it comes to the fact that many of the employees are working from home right now? Yeah, managing virtual employees is totally different. And again, Katja, maybe you can teach my 1-hour virtual leadership workshop as well in Russian. But what we have to do is we have to understand that everything is different. That's the first thing. It's not going back to the way it was before. It just isn't.
То есть, ну, очевидно, что управление в виртуальном пространстве, оно совершенно другое. И Брэд сказал, что у него тоже есть курсы, возможно, мы либо передадим его курс лидерства в виртуальном мире, либо я его буду рассказывать. Но очевидно, что все изменилось, и оно не вернется обратно в плане управления. For a simple example of that, in our restaurant, which is fully shut right now, we're having to take out the old door and put in an automatic door because people won't want to touch the same thing as other people. Our menus, we're now putting a QR code when you walk in the door, you scan it with your phone, our menu comes up on your phone rather than having to touch menus and things. People's mindset has changed. То есть вот Брэд приводит пример ресторана, которым он владеет. By the way, this is a great restaurant if it's in Las Vegas. Perfect. Да, прекрасный ресторан. И он сейчас полностью закрыт, но когда он будет открыт, они уже внесли изменения. Первое, что они поменяли двери, теперь они будут автоматически, потому что люди не хотят трогать ручки. И второе, они в меню сделали QR-коды, то есть сейчас человек считывает просто код, и все появится в телефоне, чтобы он мог не трогать меню, да, а читать все с телефона. И, ну, очевидно, что это уже изменение, которое вот оно произошло, и все. Ну, оно всегда будет теперь. Now, the 4 areas of strategy in any business, if you're looking at new strategy, if you're changing your business and you want to change the strategy, the 4 areas of strategy are leverage, scalability, marketability, and opportunity size. Вот в вопросе стратегии есть 4 блока, на которые нужно обратить внимание. Первый блок – это leverage, это как система рычагов, я не знаю более правильного. Leverage is very interesting word because it's, in Russian there is no normal translation. It gets with the word leverage then, there you go. Leverage, ну да, leverage. В общем, leverage, масштабируемость, потом, что было сказано, возможности, по-моему, и marketability, right? Это как… Yes, marketability and opportunity size. Да, возможности и marketability. How easy something is to sell. That it sells itself. Рыночное восприятие, да, как рынок принимает. Наверное, marketability – это преимущество… Okay. Maybe this is the challenge for Russian entrepreneurs. There is no word for leverage. Yes, but okay. 4 этих блока. Мы сейчас раскроем их более подробно. So my definition of leverage then, we'll give them that, is you do the work once and get paid forever. Вот, очень круто. Определение Брэда, что такое leverage, это то, что вы делаете работу один раз и получаете за это деньги всегда. And then scalability is that the next sale costs less and is easier. А определение масштабируемости второго пункта вот в стратегии – это то, что вы делаете, каждая последующая продажа, она легче и дешевле. And so these things combined start to build a different business model, a model where maybe it's the rental model or the franchise or the license or things that pay you back forever but can grow fast. То есть вот эти, особенно 2 вот эти, как я понимаю, блока нужно рассмотреть, когда вы пересматриваете свою стратегию и, ну, посмотреть на ваш бизнес, куда вы можете пойти, чтобы ваш бизнес был, ну, развивался быстрее и легче. So that's this book back here. That's where I teach that one. We'll have to translate that now. I there you hope. go. Actually, it's my dream. Я очень хочу перевести эту книгу. Это прекрасная книга, уже бестселлер. Прибыль из шапки описывается в этой книге. So it was about strategy. Yeah, and there's a whole section in there about, you see, a lot of businesses are not designed based on strategy. They're designed based on product or service. And that's one of the fastest ways to not have a good business. То есть большинство стратегий, оно основано на продукте или на сервисе. Ну, только на продукте или на сервисе. Это такой путь как раз не очень хороший для бизнеса. So I think that, yeah, that's probably as much as I can answer on that question. Okay, thank you. Это да, про стратегию как раз.
То есть я чуть-чуть, можно, так как я это переводила, я знаю эту методологию, couple words just I will add, что основное, что смотрят, вот сейчас сказал Брэд, да, на продукт или на услугу, а важно посмотреть как раз на возможности, которые вот 4 пункта он обозначил, да, что мы можем делать, чтобы я сделаю это один раз, и это принесет мне постоянно деньги. Брэд, can you please say example about Apple and Microsoft? Because when you said about leverage, it was a nice example. Для тех, кто, может быть, не знаком с leverage, вот это будет прекрасное объяснение, как можно изменить. Okay. So if you look at leverage from when Apple and Microsoft first started, Microsoft started with leverage, Apple didn't. Вот если посмотреть на этот подход в leverage, как система рычагов, Microsoft как раз начал с leverage, а Apple нет. So Apple was a manufacturer. They built a computer once, sold it once. То есть Apple были производителями, они просто производили компьютер один раз и продавали его один раз. Whereas Microsoft built a piece of software once and sold it millions of times. А Microsoft в то же время, когда Apple производил компьютеры, создали программное обеспечение, создали его один раз и продавали миллион раз. So as a manufacturer, every one you sell, you can only sell one. Whereas with software, and we see it even today, Microsoft has gone further. They don't sell you the software, they license it to you, and you pay either a monthly or an annual fee. То есть производство — это всегда производство, одно что-то произвели и одно что-то продали, а программное обеспечение — это совсем другое. Сейчас даже Microsoft пошел дальше, они не просто продают программу, но и продают лицензию. So what happened from there is Bill Gates became the richest person in the world, and Steve Jobs got fired from his own company because of a lack of leverage. Other things, but that's being the main financial point. Но вот что произошло тогда, когда вот это все только начиналось с этими компьютерами, то есть Билл Гейтс стал самым богатым человеком в мире, а Стив Джобс был уволен со своей же компании, потому что в Apple не было вот этого подхода leverage. So when Steve Jobs left, he went and ran a company. He bought a company called Pixar and made a big movie company. And what did he learn? He learns you can make a movie once and sell it forever. Ну и вот Стив Джобс, как мы знаем историю, перешел в Pixar, и там он научился тому, вот как раз подходу leverage, что ты сделал что-то один раз, но продаешь это потом много раз. And so when he came back to Apple, understanding, because he sold Pixar to Disney for billions, and Disney still sells those movies today. И вот когда он пришел уже в Apple обратно, он обнаружил, понял эту идею, потому что он продал Pixar Диснею за $1 миллион, за миллиард, и до сих пор Дисней продает мультики Pixar, зарабатывает на это. So what Steve Jobs came back to Apple and did was use leverage. Obviously better management skills too, but leverage. И вот когда Стив Джобс вернулся как раз в Apple, что он использовал, кроме того, что, конечно, он уже был лучше, более качественным лидером, так скажем, и менеджером, но он еще использовал именно подход leverage. So if you use the definition of work once, paid forever, he took them into the music business. То есть если вот использовать это определение, что ты что-то создал один раз и получаешь за это деньги всегда, он создал вот этот музыкальный бизнес. Now, Steve Jobs is smarter than me. He didn't do the work once and get paid forever. He never did anything and got paid forever. Но Стив Джобс намного умнее, чем Брэд говорит, да, чем все мы, потому что он даже не то, что он сделал что-то одно и постоянно потом за это получал деньги, а он даже это не делал и при этом получал деньги. So the iPod was invented by Sony. It's called an MP3 player. iPod был создан Sony. The iTunes was invented by Napster. iTunes был создан Napster'ом. He just combined them together and created a great product. Да, и создал прекрасный продукт. On top of that, they never make any music. Apple doesn't make the music. All they do is get paid 30 cents on the dollar for every song ever sold on Apple.
И они, кроме этого, никогда не создавали сами музыку, они просто брали 30 центов с каждого доллара за музыку. And then on top of that, people wanted to buy apps. They wanted games on this machine. И плюс ко всему люди хотели покупать приложения, игры. And if any of you have even seen the original one, you had to play the games by that. So they had to invent a screen to play games on. Ну, то есть они создали там специально даже экран, чтобы играть в эти игры. Hence the iPhone, which was actually an iPod Touch first. It wasn't an iPhone first, it was an iPod Touch first. И так они создали как раз, через это они создали iPhone. То есть это даже не был iPhone, это был iPod Touch. And they don't even make any games, yet they sell millions of those every year. Do no work and make money forever. Да, ну, в общем, вот Стив Джобс всех превзошел, потому что они даже не производят игры, но продают их и делают миллионы. And then people wanted to watch TV, but it was too small. So what did they have to invent? The iPad. So now you can watch TV and you can watch movies and you can play games on a big screen. So they sold more and more and more. Да, и люди хотели смотреть уже фильмы, но не могли это делать на телефоне, не было удобно. И вот они изобрели iPad, и теперь можно смотреть на iPad и дальше, да, так далее. And on top of that, so what then started to happen is other companies came into the music business and they looked at doing it as a subscription-based service. So Apple was going to lose out. И потом многие другие компании пришли в этот бизнес и сделали музыку за подписку. И вроде как Apple должен был уйти с рынка. Yeah, like Spotify and other companies of this nature that wanted to charge a subscription per month. And Apple couldn't do that because, well, the music companies didn't want to give Apple any more money because they'd already lost a lot of money to them before. Ну и вот как компании, как Spotify, они покупали, получается, можно было за подписку покупать эту музыку, но Apple так сделать не мог, потому что он не мог заключить договора с этими музыкальными компаниями. Им это было невыгодно уже. So Apple went and bought a headphones company, Beats. И тогда Apple вышел на компанию с наушниками Beats. Beats, yeah. And they already had a subscription contract with the music companies. They paid $3 billion and people thought they were crazy, but it wasn't for the headphones, it was for the contract that they had. Ну они купили компанию за $3 миллиарда, этот Beats, но не потому, что, ну, люди думали, что они сумасшедшие, что они покупают такую компанию за $3 миллиарда, но они купили именно их контракт, их возможность продавать эту музыку за подписку. So now we see Apple doesn't just sell you songs, they sell you monthly subscription. Now they've added a subscription to TV and movies. And you see Disney has done the same. ESPN is part of Disney doing the same. Hulu is the same. All of these things that are adding subscriptions. YouTube has done the same with the YouTube Professional. So we're getting there with all of these companies moving to a very leveraged buy once and stay forever model. Ну, то есть очень многие компании сейчас переходят как раз на эту подписку, в том числе YouTube, который мы все знаем, уже есть специальная подписка. И вот таким образом они используют модель leverage. Thank you. Спасибо большое, Брэд. I could talk for hours on that one. I love that story. I think it's one of the best stories of leverage, making a company the world's largest capital value company until Amazon took over, obviously. Yes. Брэд говорит, что он мог бы часами рассказывать про эту историю, потому что это прекрасная история того, как leverage может, вот этот подход leverage может вывести компанию на такой уровень, но вот Amazon все равно всех переплюнул. Мне нравится здесь компания Марк Бенёва, который сделал первый $1 миллиард по подписке за пользование Salesforce. What's the name? Какое название компании? Какое? Salesforce. Salesforce, which made $1 billion for by having the subscribers. First company $1 billion for subscribers. Yep. Это вот он первый придумал там, да. Yeah, before Salesforce, everybody had a
They sold you CRM software. Salesforce was the first one to subscribe to CRM software. Now there are many that do the same. Да, ну до Salesforce компании просто продавали CRM-систему. Salesforce были первыми, кто стали делать это по подписке, а теперь многие по их примеру работают. Да. Марк, Брэд, спасибо большое тебе за твое время. Мне очень было интересно, очень полезно. Я уверен, что все наши зрители тоже сегодня прям счастливы, что смогли послушать. И мы сейчас это интервью тоже смонтируем, выложим, и я больше поясню, сделаю подводки, и мы сделаем классные видео, и я думаю, его увидят там десятки тысяч людей. Brett, thank you so much for coming. That was very interesting and very useful for me, and I'm sure for our audience as well. We are going to have the video of this recording, and it's going to be very cool, and we'll have a lot of audience as well. Fantastic. Listen, thank you so much. I love that you're helping all the Russian entrepreneurs grow and prosper. And I'm very glad that Action Coach is also helping with our Russian entrepreneurs to get them to be more successful and do it. So I look forward to one day coming and speaking on stage in Russia. I look forward to doing that. Definitely, we will do it one day. И я хочу сказать тоже, что Action Coach — это компания, которая номер один как лидер в области бизнес-коучинга, развивается под франшизе, поэтому если сейчас она только пришла в Россию, если есть интерес развиваться в этой компании, тоже помогайте. Вот нести культуру, про которую Руслан сказал, присоединяйтесь. Найдете меня, Катерина Акман, в соцсетях. Thank you, Brad, very much. Руслан, спасибо большое. Thank you. Спасибо. Thank you. Bye, everybody. Bye-bye. Thank you. Спасибо.